Друзья, добрый вечер. Вы сегодня в комментариях порекомендовали мне одну песню «Жасмин» китайскую. Именно посмотреть, как Димаш исполняет эту песню, и он ее исполнял уже 4 раза. Считается, что эта песня на самом деле очень важная для китайцев. И действительно, этой песне уже почти 300 лет. Еще во времена династии Цин она появилась, и ее исполняют на Новый год, и всегда исполняют самые уважаемые певцы. И вот Димаш ее исполнял уже 4 раза, и я ее совсем вот буквально 5 минут назад посмотрел, и, конечно же, мне захотелось поделиться с вами впечатлением об этой песне, потому что я неравнодушен к восточной культуре, к восточной философии, особенно китайской философии. В общем, давайте не будем терять время, посмотрим вместе это исполнение, ну и, конечно же, обсудим.
потрясающе просто. Как спасибо, что вы мне постоянно подкидываете ссылки на новые песни. Я действительно эту песню раньше не слышал. Но я без ума вообще от китайского фольклора, потому что вот у них все мелодии такие умиротворяющие, такие вот уносящие куда-то в какое-то блаженство. И ведь на самом деле, вот если посмотреть на текст этой песни, а текст вообще этой песни просто, ну, простой до вот проще некуда. Вот прям я вам зачитаю тут буквально несколько строк. Какой красивый цветок жасмина, какой красивый цветок жасмина, душистый, красивый, ароматный, все любят твои белоснежные бутоны. Позволь мне выбрать цветок жасмина и дать его кому-то еще. Цветок жасмина, о, цветок жасмина. Вы понимаете? То есть вот с первого взгляда, ну, что-то, ну, просто какая-то простота. Но вы понимаете, что в этом вся суть. Вот просто вся суть на самом деле в этой песне. И еще раз, в очередной раз Димаш нам показывает, ну почему именно он эту песню исполняет, он нам показывает, что истина в простоте. Вот просто относитесь ко всему, что вы видите, вот так, как вы к этой песне. Как они любят жасмин. Все, просто цветок жасмина, и вся песня говорит о любви к этому цветку. Все, не нужны никакие слова. Вот мы с вами, наша цивилизация доросла до того момента, когда слова начинают иметь второстепенное значение. И первостепенное значение, на первый план выходит то, что мы чувствуем. Вот то, что нам Димаш с вами показывает. Не нужны никакие слова. Просто вот излучайте любовь абсолютно ко всему, что вы видите, что вы, неважно, человек это, там, гора, дерево, цветок жасмина, и вам будут многократно отвечать любовью. Подарите любовь цветку, цветок вам ответит. Подарите любовь человеку, человек вам ответит. Подарите любовь Вселенную, и Вселенная вам ответит в разы больше. Все, ничего больше не надо, ребята. Просто вот любить всем сердцем то, что мы видим, то, что нас окружает. Вот чем проще, тем истиннее. Вот потрясающе на самом деле. Вот прям вот я убеждаюсь сейчас вот с каждым днем, и у меня нет никаких сомнений, что именно так и должно быть. И именно так будет в новой эпохе, куда нас Димаш готовит. Ну, у меня просто нет слов. А не нужны слова на самом деле. Ну и во второй части я хотел бы также обсудить интервью, которое Димаш дал на MTV. И вы, кстати, просили меня тоже его прокомментировать. Давайте мы сейчас быстренько пройдемся по интервью. И я с удовольствием беру интервью в переводе Алана. Вообще, на самом деле, все реакции в переводе Алана мне нравятся больше всего. И я с первых дней, как познакомился с Димашем, в первую очередь смотрю реакции реакционеров именно в переводе Алана. Он любезно согласился предоставить мне это видео, поэтому давайте посмотрим интервью, если вдруг вы его не видели. И потом, и помимо интервью, будем подмечать какие-то моменты интересные, которые Димаш говорит. Опа, сейчас переведу. Если вы еще не подписаны на этого парня, подпишитесь. Единственный и неповторимый. Вы хотели самого лучшего? Вы его получили. Димаш собственной персоны. Окей, Димаш, добро пожаловать на MTV Livestream. Это очень крутое событие, что ты на этом шоу. Спасибо большое, спасибо, что пригласили. А также для меня это честь отметить, что ты доверился нам и только на английском языке будешь давать нам интервью без переводчика впервые в жизни. И я хотел поблагодарить тебя за это. Я постараюсь сделать все, что в моих силах. Окей. Кстати, о языках. У тебя есть песни на 12 разных языках. И это очень круто. Сколько языков ты знаешь? Я разговариваю на казахском, русском и немного на английском. Это очень удивительно, что ты поешь на языках,
на которых ты даже не говоришь. Ну вот обратите внимание, действительно уникальный, если Димаша рассматривать как певца, уникальный певец, потому что он действительно поет на 12 языках. Он делает все для того, чтобы его услышали все, чтобы объединилось как можно больше народа. Я не говорю на китайском, я не говорю на корейском, но я бы хотел говорить на них. Ради моих фанатов. Твоих фанатов зовут Dears, и они являются самыми громкими на данный момент на нашем канале. Как ты опишешь своих фанатов? Они хотят распространять мою музыку. Там, в Америке, в Европе, в Азии. И поэтому у них сложная работа. Вы слышали? У нас сложная работа. То есть Димаш не просто как бы благодарен нам за поддержку, он возлагает на нас еще определенную ответственность, определенную работу. Это я сейчас говорю в адрес тех, кто говорит, что тише там, не вспугни, лишнего слова там про Димаша не говори, там какую-то ответственность на него. Димаш сам нам говорит, что это в том числе наша работа продвигать его и рассказывать о нем. Каждый это делает по-своему, я согласен. Кто-то записывает реакции на его песни, кто-то разбирает его вокал. Я, например, мне интересно духовное развитие, я вижу в нем своего духовного учителя. Но мы не должны молчать, это совершенно точно. Димаш просит нас об этом. Это точно. Быть Dears это полноценная работа, да? Как вообще все это началось? Как появился фандом под названием Dears? Это произошло 4 года назад. Это произошло после премьеры первого эпизода на шоу Singer, на шоу I Am Singer. У меня появилось очень много фанатов, и я должен был как-то к ним обращаться. Я назвал их Dears'ми, потому что они мне так же дороги, как моя семья. Ключевой момент. Как-то под каким-то моим видео как раз были комментарии, и я не помню сейчас кто, но кто-то сказал, что на самом деле, так как Димаш мыслит на своем родном языке, на казахском, то, соответственно, говоря английское слово dears, дорогие, он думает как родные. И вот сейчас он подтвердил это, то, что на самом деле он относится к нам так же, как к своим близким, родным. И на самом деле вот слово «родные» мне куда больше на душу ложится, чем «дорогие». Хотя на самом деле «дорогие» замечательно. Но если вот задуматься над этим, что он нас приравнял к своим близким, родным людям, то слово «родные» как-то, ну, прям вообще, вот прям проникает в самое сердце. Я прочитал тут кое-что невероятное, и я хотел бы узнать, правда ли это. Ну, опять же, потому что мы на самом деле с вами все родные. Мы все с вами вышли от одного Творца, и мы все его частичка. Ну, куда еще, как не такое родство, родство в Боге. Поэтому я считаю, что родные это больше подходит термин. Если мы вернемся к самому началу, то получается, твое первое выступление было в возрасте 2 лет? Я этого не помню, поэтому я не знаю, как это произошло. Как известно, мои родители певцы, и с маленьких лет я ходил по турам с ними. Ты крут по природе. У тебя есть песня, которая побила некоторые рекорды. Можешь об этом что-нибудь сказать? С самых ранних лет у меня была мечта, что в один прекрасный день я буду слушать казахские песни на американских музыкальных каналах. Я рад, что моя песня «Кайран Илим» первая побила этот рекорд. Какова была твоя реакция, когда ты узнал, что Dears'и постарались, чтобы ты попал на MTV? Конечно же, я был рад. И еще один момент, да, то есть он не хотел называть нас фанатами, он придумал именно вот это слово, близкое ему, как дорогие, родные, что тоже как бы очень важно. То есть, видимо, ему слово фанат тоже как-то, ну, не совсем на ухо ложится. Поэтому я хотел поблагодарить вашу команду, вас и моих преданных фанатов. Из-за этой пандемии, из-за ковида, в эти дни очень сложно делать туры. И у тебя есть будущие планы на туры? Мне бы очень хотелось продолжить свой мировой тур под названием Арнау, а также добавить в список немного стран. И у меня есть очень большая новость для моих фанатов. Мой онлайн-концерт будет выпущен 16 января 2021 года. Вы купили уже билеты? Я, конечно же, купил. Там есть два типа билетов. Есть по $10 и по 100, ну там на самом деле по 120, где пришлют плакат с автографом Димаша.
И насколько я знаю, какая-то часть выручки, а может быть там и вся, или там, ну, в общем, не знаю, какая-то часть выручки пойдет на благотворительные цели. Именно Димаш стал послом, амбассадором, мировым амбассадором одной благотворительной компании, которая рассылает бесплатные лекарства по всему миру. И я так понимаю, что эти средства пойдут вот на эту благотворительность. Ну, как бы, благое дело, надо поддержать, если вы еще не купили билет. Это круто. Димаш, я хотел спросить о проекте Cure и твою роль в ней. Вот как раз об этом речь. Я очень горжусь, что являюсь глобальным амбассадором проекта Cure. У них очень много важных проектов, включая Events, которое ведется Элвисом Дюраном. И благодаря ему многие звезды, такие как Кеша, Джейсон Деруло и Кэти Перри, поддерживают этот проект. Да, это очень круто. Мы просто не могли проинтервьюировать тебя без вопросов от дирсов. Вопросов было очень много, и вот мы собрали несколько из них. Какую музыку слушает Димаш? Жанры, певцы, там старые песни и так далее. Я меломан. Я люблю очень разные стили музыки. Когда я отдыхаю, я слушаю хард-рок. Иногда слушаю музыку в стиле барокко или, допустим, хор католической церкви. Иногда даже слушаю рэп от Эминема. Вы слышали, да? То есть, во-первых, нет какого-то радикализма. То есть нету какого-то там, нет, я вот только там оперную музыку слушаю или еще что-то. То есть он сейчас перечислил совершенно разные направления в музыке, вплоть до католического хора. То есть он еще раз нам показывает, вот он всем примером нам показывает, что нету границ, не должно быть никаких рамок, не должно быть каких рамок, которые накладывает религия, не должно быть каких рамок, которые накладывает государство на нас. Он всем своим видом говорит, что это не имеет значения, что мы должны объединиться, какой бы там, к какому бы вероисповеданию мы себя не причисляли, в какой бы стране мы не были, на каком бы мы языке не говорили. Вот он нам дает единый язык, и он нам всем примером показывает, что все остальное не имеет значения, только любовь. Я также слушаю джаз, итальянскую классику, а потом я засыпаю. Даже так? Окей, это вопрос от Димаш Никепа. Боже мой, спроси у него о видео, которое он еще не выпустил. Спроси у него про планы закончить песню «Любовь еще не закончена» и научился ли он готовить во время локдауна. Некоторое время назад я выпустил музыкальный клип для песни «Golden». И очень скоро выйдет клип на песню, которую я никогда раньше не пел для своей аудитории. А ты научился готовить во время локдауна? Конечно же нет. Я тоже. Окей, следующий вопрос от правой брови Димаша. Какая твоя самая любимая песня на данный момент? Все песни Майкла Джексона. Это круто. Pavarotti, а также Pavarotti. Это же классический певец. Да, очень красивый голос. Итак, Димаш, большое спасибо, что был с нами на Friday Livestream. Видите, какой широкий у него кругозор. От Майкла Джексона, ну понятно, Майкл Джексон король поп-эстрады, да, это легенда. И Pavarotti. Он нам говорит, ребята, расширяйте свои границы, расширяйте свое мировоззрение. И тебе спасибо, брат, спасибо. Итак, мы возвращаемся к нашим видео. Это будет бла-бла-бла. Еще раз спасибо Алану за предоставление этого видео, за отличный перевод. Ну что, ребята, на сегодня все. Всех обнял. Всем пока-пока.